Приветствую вас, друзья, гости и подписчики на моем авторском канале «Свяжем вместе с Ройзман Книт». И сегодня я хочу вместе с вами связать этот прекраснейший и реально очень простой узор. Узор вяжется спицами, я покажу вам образцы, я покажу вам, на каких спицах буду вязать именно я, ну и, соответственно, как вязать данный узор. Возможно, здесь на топе его видно не очень хорошо, потому что здесь у меня такой интересный микс в более зелено-травяных оттенках, да, темная пряжа, темный цвет, поэтому здесь он выделяется не очень хорошо. Но это тот самый топ, который мы будем вязать вместе с вами на моем YouTube-канале, соответственно, поэтому мы с вами и будем вязать данный узор в этом видео, а точнее я покажу, как вязать его при поворотке, потому что наш топ вяжется снизу вверх, он абсолютно бесшовный, да, но полочки переда, спинки, плечики вяжутся поворотными рядами. Ну и в принципе этот узор пригодится не только для вязания данного топа, он подойдет для абсолютно любого как плечевого изделия, так и для вязания юбок, вязания топов, маек, кардиганов, даже свитеров, джемперов. Достаточно универсальный и красивый узор. Я представляла это изделие во всех своих социальных сетях. Анонс, из чего связан данный топ, какая пряжа подойдет, какие спицы, инструменты, все, что мы будем использовать для вязания данного топа, у меня в плейлистах на моем YouTube-канале. Именно данный топ я вязала из итальянского состава. В основе здесь у меня мой простой авторский микс-магазин на пряжу, итальянскую пряжу, которая находится в Европе. Да. Я прикрепляю ссылочку в описании под видео. Это магазин, у которого беру пряжу я, и не только я, а и мои подписчицы. И берут много, потому что цены очень приемлемые. И качество, естественно, просто шедевральное. Италия. Ну а мы с вами перейдем непосредственно к самому узору. У вас есть вот такие вот схемки, ссылка на скачивание и печать схемы с моего Google диска в описании под видео. Схема раппорта приведена для поворотного вязания. Опять-таки все обозначения у вас указаны, все подробно. Плюс я показываю и провязываю вместе с вами каждый поворотный ряд. В данном топе, который я вязала на спицах номер 4. Это у меня другой состав пряжи. Я рассказываю о нем в анонсе. И также хочу показать два образца, которые я вязала из одного и того же состава, а точнее тоже своего авторского, но простейшего микса, но на двух разных номерах спиц, чтобы вы увидели разницу, как смотрится и как я буду вязать, в принципе, да, следующий вариант топа. Данный раппорт узора у меня связан из шелка с микропаеткой Galaxy, и этот образец связан на спицах номер 4. Все мы прекрасно знаем, что шелк тянется и так далее. Да? Следующий образец у меня связан на спицах номер 3. То есть для того, чтобы выдержать все параметры, да, моего изделия по размерной сетке, количеству петель и так далее, я буду вязать его на спицах номер 3, учитывая то, что, естественно, опять-таки шелк тянется. То есть одно и то же количество петель, да, один и тот же состав пряжи, шелк итальянский и итальянская пайетка Galaxy, но какая большая разница, да, в размере двух образцов. Я вам буду показывать образец при поворотном вязании на примере хлопка, это 100% итальянский хлопок, с люрексом, метраж 250 метров в 100 граммах. Я буду вязать на спицах номер 4, поэтому давайте приступать. Раппорт узора состоит из 11 петель и 10 как круговых, так и поворотных рядов. Я набираю ровно 4 раппорта, то есть 4 на 11, да, 44 петли плюс 2 кромочные, итого это 46 петель. Беру спицы номер 4, рабочую нить и набираю 46 петель. Самым простым, обычным способом набираю нужное мне количество петель. 44 для 4 раппортов и 2 кромочные. Я набрала нужное количество петель, разворачиваюсь на изнаночный установочный ряд и провязываю все петли лицевыми, чтобы на лицевой стороне они были изнаночными. Кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И провязываю все петли лицевыми. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому
изнаночные смотрят правой стенкой, я их за вот эту вот правую стенку и провязываю лицевыми. Провязываем до конца ряда. В конце поворотного ряда кромочную петлю провязываю изнаночной. Разворачиваемся и вяжем полноценно первый поворотный лицевой ряд по раппорту узора. У вас есть вот такие обозначения, все символы имеют обозначение и расшифровку, то есть вот эти треугольники с наклоном вправо, да, это у нас 2 петли провязываются вместе лицевой с наклоном вправо, эти треугольники с наклоном влево, 2 петли с наклоном влево и так далее. Накид, лицевая и изнаночная. Все по классике и по стандарту. Кромочную петлю мы снимаем, и у нас по раппорту первые 4 петли провязываются по 2 петли вместе с наклоном вправо. Наши петли смотрят как раз правой стенкой. Провязываем первые 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо за 2 передние стенки и следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо за 2 передние стенки. Далее у нас по раппорту идет 4 накида и между ними 3 лицевые петли. Я выполняю накид от себя. Накидываем нить 1, 1 лицевая, накид 2, 2 лицевая, накид 3, 3 лицевая, последний 4 накид и далее мы 2 раза провязываем по 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. У нас смотрят 4 петли правой стенкой. Первые 2 петли разворачиваем, возвращаем на левую спицу, они открыты, смотрят левой стенкой. Провязываем вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Здесь у нас накид, не забывайте. Провязали, снова 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. Все, наш раппорт закончен, и мы его повторяем то количество петель, которое вы набирали для своего определенного количества раппортов. Снова, да, 2 петли с наклоном вправо, за 2 передние стенки, 2 петли с наклоном вправо за 2 передние стенки. У нас 4 накида, между ними 3 лицевые. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И снова, да, провязываем, разворачиваем 2 с наклоном влево за задние стенки вместе лицевой и еще раз 2 с наклоном влево за задние стенки вместе лицевой. Повторяем так до конца ряда, кромочную провязываем как вам удобно, кто изнаночный, кто лицевой. Мы с вами провязали первый поворотный лицевой ряд по раппорту и теперь провязываем второй поворотный изнаночный ряд. У нас схема приведена для поворотного вязания, поэтому во втором поворотном ряду провязываем все петли изнаночными. Кромочную петлю снимаем и провязываем все петли изнаночными. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, чтобы сформировалась ажурная дырочка. Провязываем все петли изнаночными до конца ряда, кромочную кому как удобно. Провязали второй поворотный изнаночный ряд и дальше самое простое. 3, 5 поворотные лицевые ряды мы вяжем точно так же, как и первый. 4 и 6 точно так же, как и второй, то есть раппорт узора повторяется. Поэтому я говорю, что он очень простой и очень легко вяжется. Кромочную петлю снимаем, у меня петли развернуты уже после изнаночного ряда, и лицевые я 2 петли разворачиваю, чтобы смотрели правой стенкой, провязываю вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. Следующие 2 лицевые разворачиваю, провязываю вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку. Снова у нас 4 накида и между ними 3 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 петли уже развернуты, смотрят левой стенкой, провязываю вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. Снова 2 лицевые, провязываю вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. Повторяем так до конца ряда. Закончили 3 поворотный лицевой ряд, 4 изнаночный поворотный ряд, все петли провязываем изнаночными. Кромочную снимаем, все петли провязываем изнаночными. Накиды изнаночными за переднюю стенку. Повторяем до конца ряда. У нас 5 поворотный лицевой ряд повторяется как 3 и 1. Показываю на примере одного раппорта. Специально повторяю с вами каждый ряд, чтобы не было вопросов, а как вязать 5 или 6 ряд. Кромочную петлю снимаем, 2 петли я разворачиваю, провязываю вместе, потому что они у меня развернуты с наклоном вправо за переднюю стенку. 2 лицевые разворачиваю, провязываю вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. 4 накида, между ними 3 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 петли с наклоном влево за заднюю стенку, 2 петли с наклоном влево за заднюю стенку. Раппорт закончен. Повторяем до конца ряда.
Закончили 5-й ряд, 6-й поворотный изнаночный ряд, провязываем все петли изнаночными. Накиды провязываем изнаночные за переднюю стенку. Повторяем до конца ряда. Далее у нас 7, 8, 9, 10, последние 4 поворотных ряда. Мы провязываем каждый поворотный ряд лицевыми петлями. То есть в 7 поворотном лицевом ряду лицевые петли, в 8 поворотном изнаночном лицевые петли. То есть та же самая платочная вязка у нас идет до 4 поворотных ряда. Провязываем в 7 ряду все петли лицевыми. Абсолютно все петли лицевыми. Повторяем до конца ряда. Мы провязали 7 поворотный лицевой ряд лицевыми петлями, 8 изнаночный поворотный ряд провязываем все петли лицевыми. Изнаночные смотрят правая стенка, я провязываю лицевыми за переднюю стенку. Повторяем так до конца ряда. 9 поворотный лицевой ряд, все петли лицевыми. Кромочную снимаем, снова изнаночная смотрит правая стенка, я провязываю лицевой за переднюю стенку. Повторяем до конца ряда. Последний ряд раппорта, 10 поворотный изнаночный ряд, снова все петли лицевыми. Провязываем до конца ряда. Вот так красиво у нас с вами получается узор. Узор очень простой, легко запоминается. При круговом вязании он вяжется вообще элементарно по кругу, да, в каждом круговом лицевом ряду. Повторяем так раппорт узора с 1 по 10 ряд, то есть, да, с 1 ряда поворотного лицевого сейчас снова 2 с наклоном вправо, 2 с наклоном вправо, накид лицевая и так далее. И в принципе на этом все. Вот так он смотрится с изнаночной стороны и с лицевой. Очень простой, красивый узор. Ну что, друзья, вот такой красивенный узор у нас получился. Очень простой, очень легкий, а смотрится достаточно эффектно. Я специально показала его именно для поворотного вязания, потому что много мастериц вяжут именно отдельными деталями сшивными, да, либо кардиганы и так далее, что очень-очень актуально. Как вязать при круговом, у меня в плейлистах в мастер-классе именно данный топ с данным узором. Вяжется тоже очень просто, и там же видео, в описании под видео я добавлю ссылочку на Google Диск для скачивания данной схемы узора именно при круговом вязании. Вяжите и творите красоту. Обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мастер-класс на топ на данное изделие с этим узором. Делитесь вяжущей подружкой, пусть как можно больше прекрасных женщин приступает к этому прекрасному хобби. Ах, ну и конечно, не забываем, что вязание это не просто хобби, вязание это искусство. Всем ровных петелек!